Мы на eSports World Cup с электроником. Ваша команда только что сыграла с Vitality. На первой карте вы практически вывели игру на очередную серию овертайма в ситуации 2 в 1. Но во время плента под коннектор Мэзи смог сделать фраг, и у вас закончилось время. Как ты думаешь, что пошло не так в этом раунде? Была ли это ситуация просто неудачной ставкой в условиях отсутствия инфы, или это был результат ошибки? Я думаю, что мы могли определенно лучше сыграть этот раунд. Если брать уже конкретно ситуацию 2 в 1, то я думаю, что мне не стоило убегать просто в рез. Нужно было просто пытаться ревилить его, где-то оставаться в коннекторе и помогать Жеке. Я выбрал неправильные действия, из-за этого мы проиграли раунд, поэтому случилось то, что случилось, скажем так. Но в итоге вы выиграли матч 2-1. Какие у тебя впечатления? В целом игра шла в соответствии с вашими ожиданиями? Да, конечно, мы много тренировались к этому турниру. У нас была хорошая подготовка, поэтому да, мы делали то, что планировали, и это у нас довольно-таки успешно получалось. Поэтому я думаю, что да, они просто играли, может быть, в нашу игру, скажем так. Недавно вы заменили Достана на Хому в качестве тренера. Достан много лет работал в паре с Джейм, и это изменилось после того, как ты пришел в команду. Это совпадение? Возможно, это совпадение. Я не могу никак это откомментировать. То есть единственное, что я могу сказать, случилось то, что случилось. То есть, но, наверное, просто прошло уже много времени, когда они вместе сотрудничали, и нужно было, организация хотела что-то попробовать новое, поэтому. И если люди думают, что это я пришел, так сделал, вы глубоко ошибаетесь тогда. Я не из тех людей, которые будут приходить и, так вот сразу же просто. Я сам в этой команде наслаждаюсь, то есть новенький, только привыкаю, поэтому имеем, что имеем. Хома новый тренер Virtus.pro. Принимал ли ты участие в рассмотрении кандидатур на нового тренера? Если да, то что именно склонил вас к тому, что он подходящий для вас вариант? Изначально, наверное, начнем с того, что Хома как тренер заслужил получить шанс попробовать себя на тир-1 сцене. Он довольно-таки хорошо, успешно выступал с Nine Pandas. Он себя зарекомендовал, скажем так, как человек, который может неплохо построить процесс. Я думаю, поэтому, возможно, вы выбрали Virtus.pro его. Я не знаю, если честно. Это лучше спрашивать у организации либо у Джейма. Я не знаю. Когда Хома тренировал Nine Pandas, я обратил внимание, что он очень эмоциональный, много кричал, много мотивировал команду. Является ли это чем-то, что важно и нужно, необходимо вашей команде, что помогает вам? Я думаю, да, это все равно всегда круто, когда за тебя болеют, и ты всегда чувствуешь поддержку. Поэтому, я думаю, это только в плюс, нежели в минус. Никто не жалуется, поэтому я думаю, что все нормально в этом плане. Джейми недавно в интервью сказал, что Virtus.pro приходится переделывать систему с учетом твоего прихода. Доволен ли ты тем, как происходит этот процесс? Я, если честно, не хочу раскрывать подробности, как это происходит. То есть просто есть вещи, которые я могу, возможно, исполнить лучше, нежели предыдущие игроки в этой команде на этих же ролях. Поэтому мы можем поменять свой стиль, и, соответственно, я думаю, что мы сейчас в такой стадии, что мы можем найти спокойно баланс, мы уже почти его нашли, то есть и все плюс-минус довольны, наверное, то, к чему мы идем и как мы к этому идем. Говоря про изменения в вашей игре, я обратил внимание, что у Virtus.pro появилось больше быстрых раундов на Мираже в атаке. Что ты можешь сказать про это? Мы, наверное, пытаемся играть, как и все команды, то есть ты не можешь играть только в медленный плейстайл. И мы стараемся просто комбинировать это, чтобы было проще играть по карте, скажем так. Вашему составу сейчас уже 3 месяца. Как думаешь, у вас было уже достаточно времени, чтобы преодолеть этап сыгрывания и начать прогрессировать? Начнем с того, что до Players Break мы вообще мало тренировались, у нас было мало времени, у нас было 3 или 4 турнира подряд, плюс я занимался еще визовыми моментами, из-за чего мы не могли тренироваться полноценно, поэтому нет, мы только после Players Break, я считаю,
довольно-таки достойно потренировались. У нас было какое-то время, чтобы нащупать эту игру. Как ты сказал, у вас действительно была продолжительная серия турниров. Player Break, наверняка у вас была возможность отдохнуть. Воспользовались вы ей, и насколько это было важно для команды, именно отдохнуть? Ну, скажу, наверное, от себя, что я особо не отдыхал. У меня было очень много дел, которые нужно было решить во время отпуска. Но остальная команда, да, не отдохнули, они свежие. На самом деле я тоже свежий. Все равно я старался не заходить в Counter-Strike, чтобы отдыхать морально. В любом случае отдохнул с семьей, побыл с семьей. Это отличное время было. Все отдохнули, все свежие, заряжены на новый сезон. Дальше вам предстоит матч G2. Какие впечатления от их нового состава и от их игры здесь? Какие ожидания от матча? Если честно, для меня было несколько неожиданно, наверное, что они убрали Хукси, но они уже показали вчера, что они готовы действительно неплохо и круто играть, поэтому по поводу состава, наверное, сложно что-то сказать, время покажет. Сейчас у них, скажем так, медовый период, поэтому надо смотреть на дистанцию все время, все же. Посмотрим. Завтра или когда мы будем с ними играть, будем готовиться так же, я думаю, ничего особенного не будет. Последний вопрос. Хочу спросить твое мнение по поводу еще одного состава. Cloud9 укомплектовали команду, подписали Heavy God, IC и Inters. Что ты думаешь об этом составе? Ну, если честно, состав довольно-таки боеспособный, то есть нету слабого звена. Интерс, опорник хороший. Если я не ошибаюсь, Heavy God может неплохо играть люрк роли. Это, по-моему, его были роли в определенном моменте. Все будет зависеть от того, как они будут развиваться как команда и играть индивидуально, какой у них будет настрой, скажем так. Я думаю, так. А так, у них довольно-таки боеспособный состав. Айси хороший снайпер, Аксель жесткий игрок, Интерс хороший опорник, Heavy God хороший игрок, Бумыч крутой капитан. Поэтому все в их руках, опять-таки повторюсь.